Добрый день! С вами снова канал Мир путешествий и отдыха Вова. и Катя. А сегодня нас ждет очень насыщенный день. Очень много у нас чего запланировано. Ну что, погнали! Так, ребята, вот тоже важная информация. Выходной день в Дубае – это пятница. В пятницу большая часть кафешек, магазинчиков, она закрыта. Интенсивность движения тоже снижена. И, соответственно, метро начинает работать не с утра, а с 10 часов. Так что, если вы куда-нибудь планируете поехать на метро, то... Именно в пятницу. Да, то не раньше 10. И в пятницу, ну, только можно, если поехать, обзорное что-нибудь посмотреть, потому что по большей части будет все закрыто. Сейчас мы приехали на остановку Mall Emirates. Наша остановка — финансовый центр. До Mall Emirates получается 5 остановок. Mall Emirates с левой стороны находится, а с правой стороны находится Бурдж Аль-Араб, рынок Мадинар. И мы еще хотим зайти в один отель с золотыми лошадьми, где мы уже были проездом. Хотим сейчас своим ходом более подробно посмотреть и рассказать вам. Да. Да, сейчас мы вот пытаемся найти такси. Да, давай любую можно. Сейчас мы с таким вот бородачом поедем. Посмотрим, сколько стоит, потому что показывает по карте. Сколько, Катя, по карте показывает? 5 километров. Сколько? Сейчас, подожди. 6 километров. 6 километров. Ну, это метро, напомню, идет вдоль береговой линии. И получается, а это все находится на береговой. В принципе, расстояние одинаковое. Допустим, от нашего отеля до моря было 12 дирхам на такси. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь. Первоначально уже стоит 5 Да, дирхам. первоначально всегда вот на счетчику И посадка. в национальном такси, так и в Кариме. Да, становится 5 дирхам. Возвышается отель Парус. Объехали мы развязку. И сейчас направляемся по финишной прямой в ту сторону. Напомню, впереди у нас отель Парус, рынок Мадинар и Мадинат, извиняюсь. И отель, я их называю Золотые кони. Приедем, более точно скажу, как он правильно называется. Проезд нас составил 18,50 дирхам. Но с учетом того, что подъехали мы к нашему отелю с золотыми конями, что хотели сделать фото. Но там реально очень красиво, очень красивые виды, но нас не пустили. А как этот отель правильно называется, Катя? Можешь показать вот этот Аль-Кюаср Мадинат Джумейра отель. Так, ну вот, ребята, мы еще раз приехали к отелю Бурдж Аль-Араб. Знаменитый в народе Парус. Да, визитная карточка Дубая. Но сейчас мы уже приехали без экскурсии, своим ходом. Так что без проблем путешествуйте, ездите, тут как бы безопасно. Да, на метро мы где-то проехали 5 станций. Да, ну там я уже говорил. И такси. Да, и таксхам от метро, метро Mall Emirates.
Мгм. Да, так что самое главное знать ваш отель, карта метро. И здесь все, в принципе, подскажут. И как бы проблем нету. Так что вот еще раз посмотрите на такую красоту. Здесь вот охранники, мы попытались пройти поближе, сфотографироваться. Они не пустили, сказали, только фото можно делать только отсюда. Информацию о отеле ниже по ссылочкам в обзорной экскурсии. Там мы были с гидом. Сейчас мы, напоминаю, своим кодом. Все, дальше меня просто не пустят, чтобы поближе к вам, конечно, подойти. Так, а справа от нас находится тоже не меньше знаменитый, один из первых аквапарков. Вилд-Вади. Вилд-Вади, да, вот с таким вот потрясающим водопадом. Но мы хотели сегодня зайти туда, узнать, как он работает и цены, но мы зашли, но сегодня клоз, все, как бы выходной день у них, так что нам не получилось. Но насколько я помню, мы смотрели, по-моему, там около $90. Время работы там с 10 до 10 написано, но тоже как бы утверждать не будем. А сейчас, получается, от Буль-Шар-Араба мы двигаемся в сторону Рынка Мадинат. рынок Мадинат. Он находится у нас с правой стороны, если стоять спиной к парусу. Примерно мы на такси ехали, мы видели здесь, ну, метров 100-150 до рынка, так что он недалеко. Вы видите, остановочки такие с кондиционером стоят по всему городу. Там очень прохладно. Можно спрятаться от жары. А Смотри, мы сколько зелени. полив идет вот через такие вот фланжики, которые проложены. Вот смотрите, какие пальмы. Да, очень красивые. Да, вот мы уже подходим к рынку Мадинат. Мы решили немножко даже сократить, пройти через отели. Вот вы видите, какие пятизвездочные отели. Сколько зелени. Птички поют. Потому что, напомню, здесь роскошь подразумевается не наличием денег, а наличием зелени. Потому что зелень достается очень большим трудом в пустыне. Так что вот мы уже пришли. Мы пришли не с центрального хода, а со стороны отелей. Вот такие вот отели красивые, пятизвездочные. И вот слева, справа. Ну, а вот мы уже и подошли к дубайской Венеции. Сам рынок Мадинат и Венеция. Вот посмотрите, какая красота. Да. Потому что сегодня тоже жарковато. Очень хочется в воду. Но мы уже сегодня запланировали посещение рынка и паруса. Что может, если только после обеда на пляж. Вон тоже отель, тоже пятизвездочный. Ну, здесь получается сеть отелей пятизвездочных. Что-то не видно лодочек. Здесь обычно лодочки катают на гондолах. Гондольеры, гондолы. Классно. К воде подходишь, сразу оттуда такой свежестью. Еще небольшой ветерок. Очень приятно стоять. Так, сейчас попробую еще вот на этот мостик тоже зайти. Этот мостик закрыт. Но я думаю, мы нарушим правила, чтобы снять для вас.
Смотрите, какая красота. Вон, Катя вдалеке ходит. Тоже щелкает, делает фото. И вот этот рынок. Получается, рынок весь в каналах таких. И здесь вот даже есть амфитеатр, вот он виден. И кругом полно ресторанчиков. Так. А вдоль его вот получается один отель, второй, третий. Вдалеке отель Парус виднеется. И остальные отели с той стороны. Вот такой амфитеатр. Тут стоят такие роботы. С одной стороны и со второй. Вдалеке вон кресло для вип-персон видно. Так вот мы решили отдохнуть. Катя себе выбрала такое вот королевское кресло. И посмотрите, вот мы забрались наверх амфитеатра. Внизу амфитеатр. А вон как вдалеке красуется больше аляра Парус. Ребятки, вон сегодня, посмотрите, жарко. Смотрите, как у меня шапка тоже вспотела. Что сегодня, не знаю, сколько не смотрел, это сколько градусов? 35 градусов. Так, вон, смотрите, ребята, вот такие вот башни с такими вот выдвинутыми палками, да? Вы если обращали внимание, вон они, по-уму их, да? И они находятся выше крыши. Вот. Это вот если сказку Аладдина смотрели, когда он прыгал по этим палкам. Ну, такая вот информация. Эти штуки служили, вернее, раньше, да, служил как кондиционер. Это вот сейчас, чтобы внутри было прохладно, они делали башни, там вот такой специальный треугольничек, туда ветер заходит и по трубе спускается вниз, и он гуляет. А чтобы ветер был не теплый, а прохладный, на эти палки вывешивали мокрое белье. И потом через ветер, получается, через белье охлаждался и по трубам спускался в башню внутрь. И получается, внутри помещения было прохладно. Так что вполне возможно, что первый кондиционер изобрели арабы. Так, смотрите, при выходе в амфитеатр стоит такой вот рыцарь средневековья. Там, кстати, тоже даже на нее лейблочку повесили. А вот сделали мотоцикл. Собрали мотоцикл такой интересный, уже использованных деталей. И вот так тоже. Это шины, получается, разрезали. Как у Терминатора был. Так, ну что? Нам надо, наверное, вниз, да? А чего? Пойдем сюда. Пойдем. Ну. Так, это вот ресторанчик на рынке Мадинат. Аль-Макан. Ну а мы пойдем посмотрим, открыт рынок или не открыт. Потому что, возможно, он будет уже и закрыт. Потому что напомню, что у арабов выходной день пятница. И в этот день они, большая часть, видите, всего закрыта. Что-то работает, немногое закрыто. Возможно, кто хозяин, если араб, то он, наверное, закрывает свои лавочки. Так. Смотрите, вот такие вот наборчики. Стопочек 108 дирхам. 6 стопок. Такие вот тарелочки и ложечки. Такие вот тоже наборчики 115 дирхам. Получается около $30. Это кофейная наборчик. Ваза.
Так. Тоже магазинчик сувениров. Ну, Катя, это 58 дирхам. Это кофейник такой, да? Вот смотри, видишь, как она что это открывается. Чашечка такая интересная. Ну, она вот закрывается. Чик. Я не знаю, что это. Кофейник, кофейный набор такой. Вот такой тоже. Смотри, это сколько он полный. стоит. Может, это позолоченное? Честно, я не буду поднимать, потому что я боюсь. А, Но вон вот он, это... 295 дирхам, это получается почти $100, да? Мгм. 5 таких пиалочек и такой вот кофейник. Вот такая тоже Вот я бы вот красота. это домой бы купила. Ну, конечно, очень дорого. Дорого. Везде это не позолота, возможно, что может даже и не позолота, и не серебро. Это простое, эту отдавать это очень дорого. А вот ваза, Кать, посмотри. Кать, на камин. Класс. А сколько это? Посмотри, а то я камеру держу. Посмотри, себе для мышек. А вот это как раз для мышек 42 коврик. дирхама, вот они все лежат. Ой, класс, вообще такое так приятно. Ну, Вот вообще такая вот красота. ваза. Получается стоимость ее $55. И мы сейчас уточнили, эти вот вазы, они посеребряные, покрыты серебром. Не серебряные, а покрыты только. А вот эти вот кофейники, они не позолоченные. Ну, какое-то, я так и не понял, какое-то напыление, ну не позолота, а специально, чтобы блестеть. А вот 63. Это, как знаешь, это сахарница, наверное. Да. Ну, реально очень красивая, посмотрите. Нет, все-таки ты домой что-то мне купишь. Я тебе говорю, это вообще. Смотри. Это посмотри, какая Сложно уйти отсюда без сувенира. Зря я, наверное, завел сюда Катю. Потому что полно всего. Всего полно. Еще что-нибудь найду, покажу. Скажу, что по цене. Как вот, допустим, блюдечко 31 дирхам, вот такое блюдечко. $9. Смотрите, все блестит. Я хочу все. Так, только 52, где-то 52 дирхама, где-то около 15, наверное, долларов. Реально очень лампы. Лампа Аладдин. Тоже для сувенира. Давайте посмотрим, сколько лампа Аладдин будет стоить. Ценника нету. Попробуем потереть. А вот повыше. Ну это типа кофейнички такие. А вот еще вот они лампочки, эти наши Аладдин. Лампа Аладдин, получается 29 дирхам, это $9. Колокольчики такие вот. 55 дирхам, долларов около 15. И вот сувенирчики тоже, браслеты. Тут 19 дирхам, $5, что ли. Ну, вы видите, что красиво, шикарно. О, как мы искали. 79 дирхам. Обалденная красота. А вот это Они у нас намного дороже. Да? 104 дирхама, $27. Смотрите, какая красота. Конечно, завести ее будет очень сложно. Тяжело. И 79 дирхам на 3 подсвечника. Очень, конечно, шикарная на камин. Очень нравится, что в метро у вас нет доступа к рельсам. Вы отгорожены вот таким. Надо, Катя, вот сюда нам встать, чтобы видно было наше это стеклом, что поезд у вас там. Когда в поезде открываются двери, здесь тоже открываются автоматически. Так что на рельсы здесь нереально попасть. Тоже
продумано в плане безопасности. المحطة القادمة هي نال الإمارات. Селись, как я и говорил, в плане безопасности очень классно продумано. Двери на рельсы никак нереально попасть. Все полностью закрыто. И открываются только одновременно при подходе المحطة поезда. القادمة هي Поезд управляется без машиниста. المشير. The next Все на station электронике. is Вагон выглядит вот так. Вот зашли в магазин продуктов, купили. В номере покажу, что мы купили. Молоко 3 дирхама. И бомж-пакет. Сейчас в номере посмотрим. Сколько это? 33,80. 33,80. Да, да. 33,80. 33,80. Итак, дорогие друзья, вот мы делаем обзор, что приобрели в магазине. Картошка 4 дирхама, $1 1 килограмм. Лук нам вообще дали. Увидели, что мы их снимаем, дали бесплатно. Так, пепси-кола такая 1,5 литра. 0,5 шоколадное молоко. Решили попробовать, что это такое. Молочный шоколад или как это. Ну, что-то вроде этого. 2 пачки печенья, пачка Мария. И это тоже Мария. Это какое-то шоколадное печенье. Но это не такая Мария, как у нас дома. Это совсем другое печенье. Это другая Мария. Это одна, По как вкусу. это, одна фамильца. Одна фамильца. Так, такой вот суп. И 2 пачки как говорится, Бомж-пакетов. бомж-пакетов. Потому что Катя решила сегодня приготовить нам супчика. Суп, потому что Так что мы будем сегодня этот есть суп я не ем. Это Вова питается. Мне реально очень много перца. Я не могу это кушать. Вот, так что Да, а у нас, я опять же напомню, что у нас апартаменты, есть плита, есть посуда, стиральная машина, микроволновка, тостер, все, что нужно для приготовления супов и пищи для себя. Так что мы сегодня ужинать будем дома, как говорится, в отеле с супчиком. Так что был с вами канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Да. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. И пока-пока!